Друзья, приветствую вас! Дневной выпуск. Давайте рассмотрим, какие события происходят и какие движения по рублю, доллару, нефти и другим активам. Так, ну вот, сегодня начал торговаться ВИКС. ВИКС сразу открылся с гэпом наверх. Идет поджатие к верхней границе. Это поджатие ничего хорошего для рынков не сулит, потому что здесь траектория движения была к нижней границе консолидации. Соответственно, если это движение не реализуется, весьма вероятно, что будет пробитие и движение для начала на 35. Такое движение может рынки положить на дно. Так, DAX сегодня просел, там не очень хорошая стата по Германии вышла, но тем не менее после всего этого пытается восстановиться, отрасти. Вот. Здесь примечательно то, что не были пробиты ключевые уровни, пробитие которых привело бы к тому, что DAX мог начать двигаться очень энергично вниз, в частности на 11600. Диапазон вот этот удержан, соответственно, если не будет его пробития, вполне как бы либо здесь можем поболтаться, набрать позицию, либо отсюда вполне может произойти отскок, цель которого 12600. Вот. Но то, что начал расти американский ВИКС, это, конечно, очень тревожный знак. Это говорит о том, что нарастает волатильность, а когда нарастает волатильность, обычно все начинает стремительно падать. Так, далее SFD на фьючерс S&P, но здесь смотрите, пока идет бадание, не пробили вот этот диапазон, его пощупали, но пока пробития нет, это все движение в рамках консолидации. Если его пробьем и начнем торговаться под ним, тогда да, рынки могут стремительно осыпаться, и причем не только американский рынок, но и остальные рынки тоже. Сегодня по Америке данные по продаже домов, ну, как бы, если они будут хуже ожиданий, то вполне может быть задерг ниже вот этой зелененькой плиты небольшой. Если там останемся, рынок начнет сыпаться. Если движение приведет к возврату в этот диапазон, то, скорее всего, страх отойдет, будет продолжение проторговки и попытка задерга наверх. Так, далее евро-доллар. Ну, смотрите, 1,1815 ложный пробой был. После этого евро выскочил и пошел в рост. На самом деле сейчас бы я его не трогал, потому что, конечно, может быть этот ложный пробой реализуется отскоком на 1,1854. Но здесь не дошли до цели, которая 1,18. Вот, поэтому вот этот рост в любой момент может прерваться задергом на 1,18. Вот сюда он даже 1,1795. Вот здесь у него есть цель. Соответственно, вот он сюда заходит. Если он ее не пробивает 1,1790, то отсюда потом весьма вероятно будет движение наверх. Движение наверх, и цель этого движения как раз 1,1854. Может и сейчас туда сходить, но поскольку цикл движения не был выполнен, то, скорее всего, не дойдет. Вот, может быть, сюда сейчас дотянется и потом опять плюхнется, уже добьет 1,1795. Если не будет провала ниже этого уровня, то отсюда может вполне отскочить и сходить на 1,1854. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти мы покололи вот этот уровень 40.83, но его не пробили. Сразу, как только его достигли, отсюда пошел разворот и движение наверх. Вот. Поэтому здесь весьма вероятно, что отсюда будет движение вверх. Цель этого движения находится на 41,7. Возможно, даже 42,55. Надо будет смотреть, как 41,7 будет отработано. Вот. Эта идея не будет реализована в том случае, если сейчас отсюда у нас пойдет движение вниз и будет пробой 40,65, 40,65. Если таковой пробой происходит, то все как бы это движение вниз, и, соответственно, ближайшая цель это 39,62. Вот. Но здесь пока ситуация до конца не ясна. Но я думаю, все-таки более вероятно, что движение сначала сюда будет, потом на 42,55. Связано это с тем, что как бы если бы был только фактор ковида, то тогда бы более или менее все линейно развивалось. Но поскольку здесь еще и американские выборы, черти что, полный яролаж,
Поэтому здесь как бы из-за высокой волатильности может быть движение сначала сюда, потом сюда. Вот. Но на самом деле сейчас как бы с технической точки зрения, исходя из того, как идет движение графика цены, какие сделки проходят, наиболее логичный отсюда выход — это движение сначала 41,7, потом вот сюда вот, а дальше уже скорее всего отсюда пойдет повторное тестирование 40,83. Так, друзья, далее золото. Но по золоту я склоняюсь, что наиболее вероятный сценарий — это движение на 1911-1912, вот сюда вот. Вот, соответственно, здесь сюда придет, посмотрим, как будет торговаться. Исходя из этого будет ясно дальнейшее движение, как оно разовьется. Сейчас вот этот сценарий не реализуется, если будет корректирующий откат, и этот корректирующий откат придет к пробитию 1901. 1901, если пробивается, в ближайшее время рост все равно возможен, но если 1901 будет пробито, скорее всего пойдет движение в район 1895. Вот сюда, вот в этот диапазончик, наверное, мы сгоняем. Вот. Но пока как бы все складывается на то, чтобы отсюда состоялось движение на 1911-12. Если здесь мы закрепимся, то следом будет ракета на 1923. Вот. Но пока особой энергии вот это движение сюда, в этот раздел, на сегодня я не наблюдаю. Но вот эта цель, она весьма вероятна. Так, далее давайте серебро посмотрим. Так, по серебру у нас сегодня был задерг 24,3, мы пробили. Вообще, как бы по-хорошему, с учетом вот этой картины, которая здесь возникла, пробитие устойчивой 24,3, 24,2, здесь, конечно, бы ему еще скорректироваться, сходить в район 23,8, возможно, даже 23. Вот. Но здесь немножко планы поменялись. Вот это движение, оно превратилось в такую достаточно хорошую консолидацию. И поэтому сейчас здесь все-таки достаточно большая вероятность того, что отсюда разовьется движение, цель которого будет 24,75 и возможно даже 24,9. Вот сюда вот. Данное движение не реализуется в том случае, если пойдет откат и будет пробит 24,1, 24,2. Вот это небольшой такой промежуток. Если он пробивается, то тогда мы сегодня роста, скорее всего, не увидим. И у нас как бы движение в консолидации, оно будет уже в этом диапазоне на протяжении нескольких дней проходить. Вот. Но если все-таки здесь произойдет сейчас разворот, то у нас вот цель вполне четкая 24,75 и далее вверх. Я думаю, все-таки больше вероятность того, что хотя бы часть движения, вот это, а возможно и полностью, она сегодня будет реализована. Так, друзья, далее доллар-рубль. Ну, смотрите, открылись мы сегодня с гэпом, потому что, ну, действительно, доллар перепродан был в пятницу. Плюс негатив по нефти. И юридические лица сделали ставку на то, что доллар к рублю будет укрепляться. И я вообще думал, что все-таки движение на 76-75 состоится, пока оно не прошло. На 76,5 вот сюда вот вышли. Вот. Если мы в таком же ракурсе сегодня и продолжим и закроемся, то мы получаем здесь разворотную формацию. И нахождение вот в текущем диапазоне, оно энергетически невыгодно. То есть отсюда либо должно движение вверх произойти, хотя бы вот в этот диапазон, или же, соответственно, мы должны пробить 76 и уйти на 75,5, потом 75,15. Пока оснований для укрепления рубля такого нету. Сейчас как бы получается, есть некий баланс, увеличенные продажи валюты ЦБ с одной стороны. С другой стороны, нефть, она просела, даже если она отскочит, расти с учетом вот этой ковидной темы и увеличения добычи в Ливии, она, наверное, в ближайшее время не будет. Здесь как бы все указывает на то, что либо вот этот хлипкий баланс по нефти в районе 41-42 по бренту сохраняется, или идет дальнейшее проседание вплоть до 35, возможно 33. Вот. Сейчас как бы текущая цена рубля к доллару, она равновесная, но если нефть даже после задерга проседает, либо сохраняется на текущих значениях, то мы все равно, скорее всего, в ближайшее время увидим движение вот сюда вот, к этому уровню 77.35.
Так, ну вот на инвестинге опубликован, так сказать, как там, три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вот здесь, ну не девицы они, но тем не менее их трое, и тоже они что-то пряли, что-то говорили, судя по всему. Смотрите, здесь вот уже у Сбербанка прогноз, он более, скажем так, трезвый, 70 рублей за доллар, не 60, как ранее озвучивалось. Ну, Кудрин говорит достаточно обтекаемо, что вроде бы такой же курс сохранится до конца 2021 года, но советует диверсифицировать сбережения в иностранную валюту. Ну, Орешкин, как обычно, ничего не говорит, ничего понятного. Ну ладно. Так, ну и вот еще на Прайме интересная статья. Греф ждет укрепления рубля до конца года. Так, рубль недооценен. Ранее звучала цифра, что он укрепится до 60 рублей за доллар, насколько я помню. Если я ошибаюсь, поправьте в комментариях. Курс рубля сильно недооценен. При стабилизации геополитических факторов и ситуации с коронавирусом, ну, с коронавирусом она, я думаю, вряд ли стабилизируется. Скорее всего, она стабилизироваться будет в январе, феврале. Я так, ну, у меня вот по ощущению моему. Так, то, что касается геополитических факторов, ну а как они стабилизируются? В Беларуси ситуация будет раскачиваться. В Соединенных Штатах, скорее всего, победит Байден. И поэтому тут никакой стабилизации, я думаю, не произойдет. То есть, ну, такая достаточно обтекаемая формулировка. Когда он говорил про 60 рублей за доллар, если не ошибаюсь, опять же, была публикация, по-моему, в июле. Там, по-моему, тоже была такая оговорка по поводу геополитических рисков и ковидного фактора. Ну, как бы раскрылись и те, и другие риски, плюс низкие цены на нефть, бюджет недонаполняется. И ну, я слабо представляю, как цифра 60, да и даже 70, она достижима. Там дают прогноз о девальвации доллара, но я думаю, что это очень, очень опрометчиво верить в то, что девальвация доллара, она укрепит рубль. Скорее здесь будет обратная ситуация. Потому что если кто-то на память будет приводить ситуацию 2008 года в июле, когда доллар какое-то время был 23,5 рубля, надо понимать, что на тот момент надувался сырьевой пузырь. И именно за счет надувания сырьевого пузыря нефтяного рубль так укрепился. Сейчас сырьевой пузырь не надувается, сейчас надувается пузырь в технологических компаниях американских, может быть, будет в корейских и китайских еще. Вот. Но тут к России это движение капитала не имеет никакого отношения, а если нет движения капитала, нету спроса на рубли, и, соответственно, здесь предполагать такое укрепление, я не вижу движущих сил для него. Возможно, рубль какое-то время заморозят за счет продажи валюты, чтобы не было дестабилизации ситуации в стране, и будут удерживать в текущем диапазоне, там, допустим, 76-79 или 75-80. Но я думаю, это продлится недолго, потому как если не будет восстановлен платежный баланс, а он восстановлен не будет в ближайшее время, рано или поздно мы столкнемся с тем, что рубль будет девальвироваться. И причем, судя по той динамике процесса, который сейчас происходит, тут опять начинаются эти барахтания, когда пытаются там притушить, приостановить. Обычно, когда процесс таким образом развивается, это потом приводит к обвальной девальвации. Но это из практики вообще мировой, не только из российской. Так, возвращаясь к графику рубль-доллар, USD Tomorrow, теперь 4-часовой таймфрейм посмотрим. Ну смотрите, сейчас идет консолидация. 4-часовой график не дает нам никакого пояснения относительно того, как будет развиваться дальнейшее движение. Но вот часовой тоже здесь получается консолидация. Здесь, соответственно, надо только опираться на пробой уровней. Только на это. Вообще по дневному таймфрейму сейчас, скорее всего, будет разворотная формация и рост доллара. Наиболее вероятный сценарий. Что касается сегодня движения внутри дня, здесь, я думаю, более вероятно движение. Сейчас как бы вообще, если нет позиции, ничего не трогать, не открывать. В дальнейшем, вот при подходе к диапазону 76, 65, 76,6, в случае его пробития на объеме движения, цель которого будет 77, вот, при приближении к нижней границе это 76,3, 76,35,
Если здесь возникает пробитие на объеме, то движение на 76,1, 76. Если объема не возникает при подходе к сильному уровню крышечки консолидации, то отсюда будет отбой и движение к верхней границе. Вот. Все-таки я думаю, что более вероятно сегодня это движение вверх. То есть даже если сейчас будет движение на 76,3, здесь будет набор позиций и движение к верхней границе. Либо здесь он заморозится пока в этом диапазоне, либо будет пробой и мы увидим добой на 77 хотя бы. Так, друзья, далее евро-рубль, tomorrow, часовой таймфрейм, сразу давайте возьмем. Да, это самая ставка юридических лиц на укрепление рубля против евро, она не сработала. Небольшой пшик был, но я думаю, что этот пшик, судя по всему, он не привел к тому, что позиции были закрыты и прибыль получена. Либо они в убытке, либо они ждут, сидят в позах и ждут движения все-таки на 90,1. Пока для меня этот вопрос не до конца ясен. Ну и по евро у нас сегодня тоже боковик. Консолидация, верхняя граница 90,5, нижняя граница 92. Соответственно, пробой на объеме в любую сторону, скорее всего, приведет к движению в соответствующем направлении. На текущий момент, я думаю, все-таки больше вероятность того, что будет 90,5 пробито и пойдет движение на 90,75. Вот у меня такое убеждение, что это наиболее вероятный сценарий на сегодня. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Что хотел сказать? Ну, у нас падеж сегодня пошел. Тут как бы прямая корреляция с нефтью. Может быть, какая-то задержка, есть временной лаг. То есть, допустим, нефть растет, РТС, допустим, падает или наоборот, но потом все приходит в соответствие. Так, ну вот 4-часовик очень интересный. Он очень интересный тем, что отбой от уровня произошел, от сильного уровня. Соответственно, пришли к нижней границе проторговки, которая длительное время функционировала. Поэтому сейчас, если не будет пробития диапазона 115, 100, 114, 700, вот этого диапазончика, у нас здесь по факту набора позиций отсюда состоится реванш и попытка сначала взять 116 тысяч, потом 116 750. Если этот диапазон пробивается, мы отсюда начнем двигаться на 113 тысяч, вот сюда вот. Все, друзья, основные активы, спасибо за внимание.